Привет всем! Добро пожаловать на мой канал, и мы с вами продолжаем проходить Сталкер 2 Сердце Чернобыля. И все же я прибыл на Ростов для того, чтобы поговорить с Рихтером по нашему сюжетному заданию. И посмотрим, если сюжет нас начнет отправлять куда-нибудь там в Рыжий лес и дальше, тогда я пойду исследовать Дугу и Горелый лес. А если... Просто я думаю, мало ли нас по сюжету отправят еще в Горелый лес или туда дальше на Дугу. И вдруг это будет вот ближайшее задание, а я сейчас возьму то и пойду просто так шариться. Говорится, хотелось бы объединить приятное с полезным. Блин, там сумка вот эта. Пускать хотелось бы. О, он Рихтер. Давай, за цього половина, не цокаючись. Нормальний же мен був. Сидів. А, да, кстати, как я понимаю... КБК втупився і як підмінили. Видно, крису Росток віджали і ось знову почали. Я ж його просто вивести хотів. Заспокоїти. А він волину вимахувати почав. Короче, как я понял по разговорам сталкеров вокруг, что-то не так пошло с этим договором о мире D4. Здорово, мен! Мені долг більше подобався, коли вони тільки по мутантах стріляли. Ну нафіга вони все зіпсували? Ну, бувай. Да, похоже, что не тоже с этим договором. Сталкер. Мир между долгом и свободой, походу, все закончился. Просто я раніше за інших додумався інформацію толкати. Куда делся этот тип? Капюшоне, вот он. Доброго деньку. Подобалося мені тут. Справжня вольниця. Ніхто не питав, хто ти, звідки. А тепер що? Зовсім інша пісня. Кого в конфлікті підтримуєш, з ким коришуєш. Може, ще побачимося. Хай, які люди! Відвали! Безплатно! Будеш що розповісти, підходь! Так, бармен, що ти скажеш? Чув, що коїться. Знову воля з долгом собачиться. Тепер сиди, чекай, що прийдуть долгівці Росток повертати. І мене, як зрадника, розстріляють. Але поки все більше погрозами перекидаються. А робота нікуди не ділася. Що будеш? Я раніше вірив, що зобов'язаний зберегти цей бар як куточок долу. А потім зрозумів, що мені важливий сам бар, а не ті, хто в ньому п'є. Та й поки було перемир'я, багатьом теж було все одно, з ким пити. Тобі, так би мовити, як знайомому. Не надо, в принципе, так. Заходь, Ну да, короче, підемо всё. по одній. Договор D4, мир между долгом и свободой. Все. Шел по одному месту. Так, туда идти смысла нет. Давайте общаться с Рихтером. Хоч потеревенити? Що я, радіо чи що? Найкращі новини це які ти сам дізнаєшся. А ще краще береш участь. Тільки тут теж грань треба знати. Новини та некролог недарма на одну букву починаються. Мені треба знайти кількох людей. Озерський сказав, ти можеш допомогти з цим. Ого! Як ти швидко корисні знайомства заводиш. Уже Озерського знаєш. Надзвичайно добра людина, коли не душнить. А в самого звідки стільки зв'язків? Схоже, ти хтось типу вербувальника. Бродязі людей приводив, з ученими на короткій нозі, зі шрамом крутися. Та й зі мною постійно перетинаєшся. Промисел зони не інакше. А вербувальників тут і без мене вдосталь. До речі, після сигналу тут один сталкер з'явився. Стрілець. Чув про такого? Тутешня легенда.
От він якраз вербує людей до своєї нової групи. Не подобається поточний розклад у зоні. Хоче змін і кіпішу навести. А що з його старою групою сталося? Я міг би тобі сказати, що вони знайшли купу рідкісних артефактів, пішли на велику і жили там довго і щасливо. Але насправді не кожному вдалося пережити похід до моноліту. Що саме може не влаштувати стрільця? Який у нього план? А це треба у самого стрільця питати. Та й то, якщо довіри не викличеш, нічого не дізнаєшся. Він сам собі на умі, першому ліпшому про свої плани не потякає. І як знайти цього стрільця? Ні. Я тобі й без того забагато розповів. Тут або зона має допомогти, або стрілець тебе сам знайде. Щоправда, ви з ним навряд зараз поладнаєте. Поки ти зі шрамом світлу зону шукаєш, до стрільця тобі краще не потикатися. Він не довіряє нікому і ні з ким не співпрацює. Та хіба можна сказати, що він не правий? У зоні немає людей, яким можна довіряти. І не варто витрачати час на пошуки. Стрілець усе правильно робить. До речі, про пошуки. Тобі хтось із цього списку знайомий? Одного знаю. Двупалова. Буркутун страшний, як не п'є. Добре, що п'є він завжди. Тільки просто так він до себе людей не пускає. У старому укритті закрився й сидить. Відлюдькує. Говорити стане, лише якщо принести йому спеціальний нашийник з мутанта. Колись він чіпляв ці нашийники під час досліджень, а тепер їх збирає. Ностальгія. Двупалов збирає такі нашийники. Нічого собі! Це ж скільки місць у зоні ти обшарив, щоб таке знайти? Що не кажи, а сталкер з тебе путній вийшов. Якщо ти вже маєш нашийника, можеш прямо до укриття Двупалова йти. Координати зараз скину. Він у тебе пароль на вході спитає. Кажи «Повідець». І запам'ятай, якщо професор захоче з тобою випити при зустрічі, не відмовляй. Розмова легше піде. Але й перепити не намагайся. Не вийде. А что такое? Ни разговор не заканчивается, ни... Побачимось. Нет, все, разговор закончился. В зоні завжди все продавалося. Отдай Просто Двупалову раніше електронний з інших ошейник. додумався інформацію толкати. Хоч потеревенити? Що я, радіо чи що? Ясно. Побачимось. Короче, больше ты общаться не хочешь. Так, а куда это нам? Ага. А, вот куда. На химзавод назад. Ну окей. Не так уж и далеко. Быстренько сможем добраться. Так. Короче, все, Стрелок вернулся и собирает новую группу. И со шрамом он, походу, не в кентах. Короче, все интереснее и интереснее, закрученнее и закрученнее, на самом-то деле. Так, а вообще, кстати, с Микухой пообщаемся, но ничего интересного не расскажет. Я казав, що кожен вільний робити, як забажає, але й подумати не міг, що це відгукнеться у Вороніна, і він сприйме це як настанову до дій. Цей Долгівець вирішив, що здатен повернути час назад. Доведеться засмутити старого. Його бажання нездійсненне навіть з усіма купонами зони. Якщо Долг сам нарвався, а варті не має діла до Д4, ми завершимо розпочати.
Долгівці стільки років воюють з зоною, а вона не зменшилася ні на сантиметр. І йшли проти волі, а зрештою Росток усе, що наш. Хе. Все ніяк не збагнуть, що в зоні сила давно не за тим, хто жвавіше за всіх стволом розмахує. Приходь на Росток частіше. Так, как я понял, Долг пошел на волю. Хотят забрать Росток назад. А в Арте плевать сейчас на Д4, типа им не до этого, сейчас не до их конфликта. Вот. Ну, короче, собственно, все. Никакого перемирия между этими группировками больше нет. Интересно. А база Долга, я так понимаю, на локации цементный завод, но я там ни разу не был. Бюрер. Еще один бюрер. Алло, родные. Где второй делся? Ну-ка, давай. Тише ты. Давай. Давай, козел ты мелкий. Сволочь, а? На! Он под конец так булкал со своим глазом. Так. Дыр забит ножом. Ты сволочь. Вот так вот. Уменьшаем популяцию бюреров. Так, не туда, я правильно иду? Да. Ой. Зомбированный.
Бедолаги. Варта. Просто патруль варты появился под стенкой. Ну, появился, так и исчез. Что? Откуда звуки зомби? О, с кем? Ага, зомбированные тушканами. Так, тут веселятся. Так, а мы на этом объекте до этого были, но мы там не могли как раз таки войти, открыть, по-моему. Теперь нам сказали кодовое слово. Как он сказал? Поводырь, повидырь. Что-то типа того. Аккуратно. Собачки где-то рычат. Хай себе рычат.
Собственно, сейчас мы познакомимся с тем человеком, который развешивал эти ошейники на мутантах. Чого треба? Повідець. Заходь. Ногами не човгай. Повідець. Якщо лише один, багато не заплачу. Он мне уже про поводок, вот, то есть про ошейник. И один много не заплачу. А мне не один, Це прикинь. виховання. Куди пішов, сталкере? Да вот, иду. Профессор Двупалов. Давай сюди. Новенький чи що? Чи я тебе не запам'ятав? От була у мене незабутня людина. Соловей звали. І працювати з ним було приємно, і випити цікаво. Загинув, шкода. Як думаєш, зможеш його замінити? Не збирався. Я взагалі щодо. Знаю я, що до чого ти. Перша у мене безоплатна, а питимемо разом на місці. Пляшку візьми у моїй лабораторії. Там, по коридору. Так, ого, у меня 14 тысяч, полторы. 4 ошейника, короче, у меня он забрал. За первый дал 14 штук, за остальные по полторы. Принести Дупалому волшебную водку. Нет, тут 3. Волшебная водка. Сейчас принесу. Ти що робиш? До третьої не закусюють. Зіпсуєш враження. А, ну ладно. Кто знал? Так, а где твое чудо? Не знайшов. Ти постійно кудись зникаєш. Дива зони не інакше. Сідай. У мене запасна є. Сейчас, подожди. Вдруг я найду. Эй, типа что, провалено? Или что? Или ему надо было, чтобы я просто отошел? Он в это время что-то сделал водкой. Ну, так вот. Чё он? В самом деле. Я сейчас буду переигрывать, если мне не досчитают, что ему принес что-то. Опа, нихера себе. Я тупо случайно нашел какой-то проход.
Ну-ка. Так, что у нас тут? Чертеж, кольчужные вставки, комбинезон сева. Ну що ж. Нумо дегустувати товар. По одній бахнемо. А там уже й обговоримо, скільки, кому і за якою ціною. Ну, за початок співпраці. Ну давай. За співпрацю. Навіть не скривися. Мене таке пацаняче хизування не вражає. Пити треба з душею та серцем. Ось так. Так, а про що ми там? Ще по одній? Ну давай ще по одній. Видно, не аспірант. Це добре. Ну, а щодо нашийників, більше не принось мені їх. Лавочку закрито. Нащо мені стільки нашийників, якщо немає повідця? Перспективний був проєкт. Тут його і пом'янемо. Ну, випиймо, сталкере. Про який проект ти говориш? Так я ж сказав, повідець. Проєкт контролю мутантів. Наліпили купу потвор, тоді створили інструменти, щоб керувати ними, ну і раптом що вбивати. Але з останнім, як ти розумієш, обісралися. Після заморозки проєкту всі мутанти у нашийниках мали б померти мирно у своїх клітках, а не роками сталкерню з зоною ганяти. От такий був перспективний проєкт. Дійсно, обіцянки, знаряддя розчарування. Ось і вип'ємо за це, сталкере. П'ємо. Звісно. За концептуальне мислення. А якщо людина – міра всього, то міра, щоби стати людиною, 3 чарки цієї чарівної горілки. Тож, давай вперед, питай, поки я добрий. Ну, розкажи тоді, як знищити фантоми та впоратись з тим, хто створює наведення ілюзії. А, в очах двоїться. Так це від горілки пальоної. Мою бери. Вона допомагає не лише від радіації. Я був тверезий, коли бачив, як людина створює фантом. А я от був тверезий, коли бачив докази, що це неможливо. Але хто я, щоб забороняти тобі жити в ілюзіях? Ну, якщо так хочеться, пхай дупу до Х5. Туди, де увесь цей цирк робився, і шукай там креслення придушувача. Він має допомогти тобі. А горілка все одно скінчилася. Тож ходімо,
вручу тобі ключ-картку. Нашийники були грубим інструментом, а ось придушувачі, щоб гасити їхні здібності, це хитріше. Десь вона у мене була. Чекайте, спершу ключ від X5 тобі видамо. Так от, власне, про що ми? Це не те, це сміття. О, огірочок. На потім. Так. И защита. Бля! Что Ти куди? происходит? Сука! Артефакт з апарата вискочив. Лови його! Лови! Что происходит? Что за артефакт? Кристальная колючка. И здесь вот увеличение голода слабо, время действия 90 секунд. Слабо, снижение радиации сильно. Здесь защита плюс 2. Так. Ну, у меня остался вопрос. Мне засчитало как отмененное, да, задание? По приносу вот, да. Какого хрена? А ну-ка. Сейчас, минуточку. А, так, я загрузился и выполнил все правильно. Теперь у нас это засчитанный выполненный квест. Вот, принести Дупалу волшебную водку. Да, так, теперь давайте, собственно, общаться с профессором. Оце ти, сталкере, меткий. Лишай собі, заслужив. Немов куля за цим артефактом. А ключ-картку від X5 я таки віддав щербі. Ось тому і не люблю я тих, хто не п'є. Дочекався, поки я буду у хорошому настрої і... Слухай, хочеш придушувач? Сам з цим понурим аспірантом балакай. Він десь на агропромі засів, ближче до X5. Ну, четверту. На удачу. Так, ага, короче, я как-то имя не понял, но какому-то хмурому лаборанту он отдал ключ от X5. И он сейчас засел на агропроме. Собственно, вот. Угу. Да, это как раз вот то место, где закрытое помещение, где я смог через окно попасть, но ничего там делать не смог, потому что мы туда должны попадать по сюжету. Вот, понятно. Так, ну что, тогда наш дальнейший путь. Так, профессор, с вами еще о чем-то можно поговорить? О, як пішла! Ось вона. Блаженна точка екстремуму сп'яніння. Забуття. А ви б, молоді, не лізли в усе це. Нічого доброго з цього не було. І не буде. А навіщо ти взагалі збирав нашийники? Більше нічого на згадку про всі мої безплідні наукові потурання у мене не лишилося. Ось така сентиментальна людська натура. Хто ж її розбере? Ну, вип'ємо за те, що я зав'язав сентиментами. Ти перший живий учений проекту X, якого я зустрічаю. Цікаво про все дізнатись з перших вуст. Повір, усі ці високоосвічені мужі не хотіли б, щоб мої вуста поплюжили їхню пам'ять. Тож я з задоволенням це зроблю. Так ось, проєкт X був збіговиськом до рисвітів, а я
головним дурисвітом серед них. Як тобі таке откровення? Ти ж працював над фантомами. Розкажи, як їх створюють. Над чим я тільки не працював. І над цим теж. Тільки що розповідати? Нічого ж не склалося. Нам таки не вдалося домогтися від жодного зразка контрольованого керування. Навіть цією простецькою здібністю. Чим займався проект «Контролер»? Породжував невдачі одну за одною. А мав зробити так, щоб здібності мутантів можна було використовувати з користю. Лиш хіба винні нерозумні тварюки у тому, що роблять? Це людям одразу треба було зрозуміти, що нічого вже не змінити. Спробуєш виправити чужі помилки, лише нових наробиш. В принципе, это Все, все. іди давай. Ага. Тебе, профессор, не хватать. Не хворать. Ну, если я правильно понял, перед нами глава проекта X, собственно. Ну, во всяком случае, глава среди ученых. Ага. Вот такие вот они, легенды зоны. Так. Интересно. Так. Ну, в принципе, я так понимаю, нам здесь ловить больше нечего. Убираемся. Так, ну, наш путь тогда лежит на Агропром. Я отправляюсь туда прямо сейчас. И увидимся уже там, если по дороге не случится ничего интересного. Так, ну вот мы добрались до Агропрома. Без каких-то особых приключений. Вот. Давайте заходить, что ли. Здравствуйте. Тут кто-нибудь есть? Я тебя вижу, ты стоишь и без пистолета. Прошу залишити приміщення. Я його зайняв, і брати тут нема чого. Охолонь, аспіранти. Мене Двупалов послав. Професором все гаразд? Ще не помер від інтоксикації своєю гидотою. Там же рівень проміле близький до чистого етилового спирту. І це не кажучи про аномальний компонент. До чого людина опустилася? Видатний учений і самогонку жене. Розкажи більше про Двупалова. Кажеш, він видатний вчений? Професор Двупалов – один із найяскравіших талантів часів проекту X. Ідейний натхненник і керівник проекту «Контролер». Колись він був рушієм науки, а тепер лише чарку до рота рухає. Розчарувався він у справі свого життя, бачте. Нічого не змінюється. Та якби ти, професоре, не самогоном торгував, а мої нотатки почитав. Навіщо ти взагалі з ним возишся? Як я можу дивитися, як учений такого високого рівня гробить рештки свого розуму? Там же зберігаються неоціненні знання, навички, які в малахіті просто неможливо отримати, тим більше зараз. Професор просто не має права. Професор мене відправив до тебе по ключ-картку від X5. Я шукаю придушувач фантомів. Я до Двупалова півроку щодня ходив, харчі носив, поки він моє прізвище запам'ятав, а тобі одразу про картку розповів? Ти пив з ним чи що? Ну, з ним складно не випити. Та це ж натуральна отрута! Добре. Слухай, я віддам тобі картку.
Все одно мені там надто небезпечно. Але ти мусиш пообіцяти, що пошукаєш у X5 для мене документи з даними про зразки проекту «Контролер». Розкажи, що тобі відомо про цей проект. Проект «Контролер» ніби дійсно займався фантомами, але його основним завданням було створення технологічно і біологічно модифікованих особин. На відміну від їхніх мутантів-попередників, яких в клітках утримати складно було, ці мали б стати солдатами на захисті персоналу проекту X. Уяви лише, зараз такого не роблять навіть у Ндічазі. Там досі не вивели жодного нового зразка. Навіщо тобі ці документи? Я намагався пояснити професору Двупалову, що я достойний наступник у його великій справі, але отримав лише кілька його чорнеток, в одну з яких він загортав ковбасу. Ковбасу у те, що може вписати наші імена в історію. Якщо професор не хоче цього розуміти, то я завершу цю справу за нього. Якщо вже мені туди лізти, розкажи про лабораторію детальніше. Про неї ніхто навіть не чув до певного моменту. Дослідження були засекречені, а лабораторія законсервована. А потім Долг проводив зачистку з підривними роботами. І виявилося, що в підземеллях агропрому є приховані рівні. На професора я вийшов, скажімо, неофіційними каналами. І дізнався, що це стара лабораторія, де проводили дослідження мутантів. Що зараз там навіть припустити не візьмуся. Давай ключ-карту, а далі буде видно. Гаразд. Іншого вибору я не бачу. Але ти подумай щодо документів, сталкере. Щоправда, доведеться спуститися на самий низ, і якщо не боїшся, я щедро заплачу. А я поки піду навідаю професора. Варто відлучитися, він одразу знаходить, з ким випити. Так, понятно. Ключ мы получили. Ключ-карточку. Так, а Двупалов, получается, не глава проекта X, а он глава проекта Контролер и один из основателей самого проекта X. Я понял. Так, пуститься в комплекс под агропромом. А как мы это должны сделать? А, вот здесь вот этот лючок. Ясненько, ну окей. Так. Странно, почему у него пистолет был невидимый в руке, и карточку он мне потом какую-то невидимую передавал. Так, здесь у нас ничего интересного нету. Ну нет. А ну, аспирант, вы нам что-нибудь интересное еще скажете? Ти ще не прямуєш до X5? І не забудь пошукати там документи про проект «Контролер». Якщо є запитання, то питай скоріше. Мені треба збиратися до професора Двупалова. Навіщо ти взагалі з ним возишся? Як я можу дивитися, як учений, там же про... Так, это мы спрашивали. Навіщо тобі ці документи? Я намагався пояснити професору Двупалову, що я достойний наступник у його великій справі. Так. Як... Про... То есть эти все вопросы я уже задавал, ничего не Прошу на помечали, как выход. незаданные. Ага, давай, бывай. Так, подожди. Я тебя еще эколога прихвачу. Вот, а в принципе, больше ничего интересного у тебя и нету. Так, оказывается, в подземельях не агропрома есть какие-то секретные, никем ранее не замеченные уровни. И в этих уровнях находится лаборатория X5. Где, собственно, я так понимаю, и проводились работы по проекту Контролер. Ну чё, спускаемся. Хотел сказать, подождите, это не тот люк, через который мы в тени Чернобыля выбирались. Там было два люка, и типа дальний или ближний был закрытый. Но это быть не может, потому что это оба люка должны быть на территории военной базы. Ведь мы вылазили там, на поверхность.
А вы... Подождите, стоп, почему... А, стоп, это типа тот люк, по которому мы в тени Чернобыля спускались, а ничего, что он... Собственно говоря, вот здесь. Не понял, почему метка была здесь, теперь метка вот здесь, здесь должен был быть, собственно, люк. А этот люк выглядит как тот, в который мы спускались в тени Чернобыля. Что не так? Я не понимаю. Подождите. Просто... Ну, когда я нахожусь здесь на поверхности, мне на этот люк указывает, с которого я только что вылез. Да? Нет? А, мне... мне вообще просто никуда больше не указывается. Я понял. Но этот люк закрыт и завален, и вообще, типа, никак туда не проникнуть. И вообще непонятно, как я мог в него в тени Чернобыля слазить, да? Короче, немножечко подшаманили локацию, да? Типа, переместили люк. Это получается тупо тот же люк, и та же красная лампочка до сих пор горит и крутится. Бандитов только не видать. Пока что, во всяком случае. Ну да, это тупо тоже место. Как-то так. Ну, они в принципе карту к херам перелопатили. Если опираться на старые части. Вот, так что это в принципе минимальные изменения. А это типа, наверное, ислевшие трупы бандитов, да? Которые остались здесь после тени Чернобыля. Так, тут раньше была электро. Сейчас электр я не вижу, хотя вон что-то есть. Что-то да есть. Так, окей. То бишь здесь никак сейчас я не пройду, тут все завалило. Хорошо, понятно. Так. Про тайнички надо еще не забывать. Стоп, вы что, хлеб не съел? Да? Ладно. Так, ну пока вообще абсолютно никаких признаков жизни никто здесь не подает. Но я думаю, это пока. Вообще-то долг вел здесь какие-то подрывные работы. И обнаружил здесь какие-то еще помещения после этого. А ну, собственно, вот почему могут быть завалы тут. Так, пробраться в лабораторию X5 нам надо. Окей.
дружище. Літай сюди. Молі. Так. Зомбированные еще, да? Как? Даже так. Да? Походу все. Ага, это как раз должники. Ну иди сюда. Никого больше. Да ёб, блядь. Да. Ладно. Ну, вроде никого. Так, здесь мы в тени Чернобыля впервые встретили кровососа. Бійці, на підході викид. О, як. Усім в укриття. Повторюю, Ужас. наближається викид. Усім перейти в укриття. Так, там пока на поверхности выброс лупит вовсю. Ну, что-то хорошее от этих подземелий. Мы внизу, мы в безопасности. Опа, тут решетку кто-то поставил. А, короче, старую часть подземелий, которую мы знаем по тени Чернобыля и чистому небу, мы не попадем, скорее всего. И тайник стрелка мы не увидим. Понятненько. Увага всім! На поверхні викид. Будьте вкрай обережні. Укриття не залишати. Про закінчення викиду повідомлю. Так, ну что, двинули дальше. Я слышу крыс. Я слышу такой звук, как будто где-то огромная свора крыс бегает. И она действительно бегает, как бы.
Нет, давайте я вас по аномалиям буду пытаться вести. А? Усе бійці, відбій. Викид завершився. Усі по місцях згідно зі штатним розкладом. Бля, вы в аномалии вообще не попадаете или что? А по лестнице вы полезете? Нет, смотрите, ну меня достали немного. Вы все? Вы там как? Крысы. Это не граната, это баночка залетела. Ну, крысы довольно хитрые, они вообще в аномалии не хотели попадать. Я хотел по аномалиям пройти, чтобы они все в этих киселях потянули. Ну, крыса, ты какая, опасная крыса или... Не знаю. Так. Кроме крыс тут кто-то есть? И мертвых долговцев. А? Так, ну все, вот этих помещений подземелий Агропром мы уже не видели. Так. Куда нам надо двигаться? Можно туда. А можно туда. А, тут тупик. Записка из регистратуры. Так, оставлено на входе в X5 под Агропромом. Валентина. Партия новых образцов прибудет чуть раньше. Все седированы, но все равно проследи, чтобы проблем не возникло. Да, и пришли кого-нибудь на нижний. Пусть проверят центральный пульт управления.
Так, а вот какая-то большая бронированная дверь. Ну, туда нам и нужна карточка. Ой, ё! Твою мать! Ай, блядь! Контролер! Сука! О! А чё? Так, пси-блокада. Нет. Слышь ты. Морда. Где он? Ублюдок. Где он делся-то, а? Он куда-то ушел или что? Где, собственно, контролер? Ну и пси-эффекторы никаких не чувствую. А, нет, я же блокаду выпил, может, поэтому я не чувствую. Так, ладно. Слышишь? Слышишь, блядь? Животное. Вот ты где? Тихо. Никого не видно. Мертвые собаки. А, это клетки, где они держали свои подопытные образцы, так сказать. Есть плоти. Так. Что, блядь, происходит-то нахер, а? Мне это не очень нравится. Что же, блядь, за шум был? Здесь вот люди вроде как сидели, да? Ну, а здесь там один человек. Ну и как бы мебель. Явно не мутанта держали. Хер его знает. А вон он, сука! Он есть. Он, сука, здесь есть. Блядство. Хорошо, я понимаю. Да он на меня вот эти звуки насылает, да? Падла. Ё, блядь. И блокада перестала работать, походу. Сука такая. Где ж ты, блядь, есть, а? Урод. Ё! Вот это уже телекинез пошел. Это или полтеры, или дюреры. Беги, беги. Так, короче, блядь. Я, блядь, ай, ебать! Больно! Вы чё, блядь?
Так, блядь. Что-то мне это, блядь, не нравится. Почему я не могу стрелять? Где он делся? Сука. Так. Полтером закончили. Но он не один. Где ты, сука? На! Фу. Блядь, заклинило дробовик. Ничего себе. Первый раз у меня с ним такое. Так. С гребаными полтергейстами мы разобрались. Минус одна проблема. Это камера. И, кстати, выход есть. А, плоть мертвая. Вон какой-то туннель. А, здесь кабаны, походу, были. Их харчили крысы, что ли? Вот эти крысы. У них мертвый снорк имеется. Так, а ну-ка. Граната провалится. Ага. Провалилась. Всё, гляньте, а крыс как-то поразрывало. Хорошо. Отлично. Так, отлично, отлично. Так. Тушканов вроде бы тоже истребили. Да что не так? Я не знаю. Контролер меня периодически за мозги пытается взять или что. Так, это кто? Это собака? Опять плоть. Так, короче, больше ничего интересного тут не вижу. Надо как-то это, спускаться. А чё мне, кстати, дробовик подклинило? Какое у меня состояние у него? 98. Просто бывает, как говорится.
Письмо профессору Чубко. Так, немного уцелевшего в лаборатории патогропрома. Профессор В.М. Чубко. Из-за возрастающих опасностей ЧЗО проект X прекратил свое существование. Все работы в вашей лаборатории официально завершены. Неофициально же, Владимир Михайлович, лаборатория X5 переходит под управление МОСТ. Наше с вами управление. Все, кто также желает продолжить дело, порученное нам о сознании, дело проекта X могут стать частью МОСТ и сохранить свое место. Подробности о новых приоритетах лаборатории вы получите позже. До этого момента продолжайте работу в стандартном режиме. Ой, проект X был официально закрыт, и неофициально был создан какой-то проект МОСТ. О, как. А что это, зашумело этот рад? Это или что, какой-то непонятный шумок? Это радио как будто заработало или что? Я ж. Угу. Так. Кажется, мой единственный путь это вот сюда. Вниз. А, я думал, что контролер был здесь, он туда спрыгнул. Вот он туда и спрыгнул, пришлось на карачках уползать куда-то. Так, ну чё? Так, ну во всяком случае, пока нас вроде бы никто не атакует. Опа, диктофон. Диктофон с записями экспериментов. Не розумію. Потрібен візуальний аналіз. То до операційної? Забудь. Я маю зрозуміти, що склалося не так. Закріпи його. Скальпель, швидко! Нічого. Знову нічого. Гаразд. Прийшли когось усе тут прибрати. Понятно. На живых людях тут эксперименты вовсю ставили. Так. Здесь вроде спусков нет. Так, мы можем спуститься вниз. Куда-то сюда попробовать пойти. Так, здесь как-то все более-менее уцелевшее, обжито выглядит. Пси-блокад. Этот звук, а это сверху радиозвук проходит. Ну да, это мы в тех комнатах, что сверху наблюдали. Так, диктофон Двупалова, кстати. Не спиться. Тоді сьогодні почнемо раніше. Вивчатимемо реакції по мозку на метафори та образи. Адже здатність до емпатії та концептуального мислення – це те, що відрізняє нас від тварин. А тебе від решти мутантів. Принаймні, повинно. Я тут порився в своїй бібліотеці
і знайшов те, що чудово пасує до нашої ситуації. Сподіваюся, ти не проти поезії? У минулому чи вдалося, у майбутньому чи вдасться, лише у теперішньому знаходимо щастя. Двупалый читал книжки какому-то мутанту, который, как бы, по идее, должен был его понимать. Это должен был какой-то управляемый контролер быть, по идее. Что, кроме радиации? Так, и получается мне только внизу там по лестнице спускаться. Надо запустить генератор. Ага, это лифты, в которых они мутантов тоже подумали, опускали, как литки клетки. Клетки-лифты. Так. Большая закрытая дверь. А вон щиток. Да? Вот я тут сейчас, наверное, включу генератор. Ну да. Так, ну что, дергаем. Ай, блядь. Немножко не ожидал. Ой. Мне показалось, или снорков было трое? Алло. А, вот он. Пролетел немножечко. Так. Так, не обязательно найти документы для Щербы, найти записи Двупалова. Окей. И, кстати, не знаю, мне как снорк по ногам как-то дал сильно или что, ну, типа, после его ударов я не мог быстро передвигаться. Так, документы по проекту «Контролер». Вот мы выполнили обязательное задание. Так, выдержка из документов проекта «Контролер» из самых недр лаборатории X5 под агропромом. Отчет о результатах экспериментов. Прототип 8. Высокая летальность после имплантации. Выжившие не проявили телекинетических способностей, вспышки самовредительства. Прототип 11. Признан неудачным на этапе проектирования. Прототип 17. Крайне агрессивен, запрещен к воспроизведению. Последние образцы отправлены на консервацию в лабораторию рекультивизации. Ясно. Так, получается, допку мы сразу выполнили. Хорошо. Что это было только что? Ай. Ты. Контролер.
точно мертвый. На всякий случай. Мало ли. Треба заборонити лаборантам на об'єкті навіть торкатися будь-яких паперів у пункті керування. От минулого тижня знову хтось виніс посібник з роботи з придушувачем, чим поставив запланований експеримент під загрозу зриву. І це далеко не перший випадок недбалого поводження з документацією проєкту X. Наполегливо прошу вжити відповідних заходів. Так. Смотрите, экспериментальный павильон появилась. Так, стоп. Не то я нажал. А, это типа считается, что мы нашли записи Двупалова? Так подожди, так а вот, дневник наблюдений профессора Двупалова. А, это и то его ПДА было, а это вот обращение к профессору Чубко М. Ага, это типа Двупалов, да, вроде как говорил, получается. Так, дневник наблюдений профессора Двупалова. Чудом сохранился на нижнем уровне лаборатории X5. Объект 122, дневник наблюдений. День первый после имплементации. Медицинские показатели в полной норме, как и ожидалось. Вот в этот раз я знаю, что сделал все правильно. День 10. Объект в сознании. Условные рефлексы восстановлены. Не выглядит дезориентированным. Тесты говорят, что его мозг обрабатывает человеческую речь. Это отличный знак, хотя установить контакт пока не удалось. 3 месяца. Ни один из методов косвенной стимуляции мыслительных процессов и применения способностей контролера не возымел эффекта. Он будто вообще не здесь. 5-6 месяцев. Физические методы стимуляции тоже не помогли. Он ни разу так и не использовал способности. Я начинаю думать, что его мозг все же поврежден. Хрен знает сколько. Они еще и финансирование урезают. Так. Короче, здесь вовсю создавали контролеров. Один из самых ужасающих монстров зоны. Ну, в принципе, как я понимаю, большая часть мутантов зоны, если не все мутанты зоны, были созданы рукой человека. Норк? А! Задышал. Короче, я заметил вот эту херню с тушканами и с норками, которых убил не я. Вот как и сейчас, не я его убил, убила Электро. Вот с ними вот эта херня со звуком периодически начинается. И я не знаю, как это работает. Это из-за модов или это, блядь, непосредственно игра. Модификации мои здесь ни при чем. Я не знаю. Так, обрывок научной статьи. Так, обрывок научной статьи из X5, немного уцелевшей в лаборатории под Агропромом. Так, с уверенностью сказать, что в главном профессор Двупалов был прав. Ошибкой программы «Универсальный солдат» было то, что при манипуляции с мозгом подопытных ученые проекта X не стремились сохранить их разум и человечность, лишь базовые. Играет роль и тип личности. Например, заключенные с типом C7 показывают менее обнадеживающие результаты, чем сталкеры с типом... Короче, тут отлавливали заключенных, сталкеров и прочих, кто попадался в их руки. Ставили максимально бесчеловечные эксперименты в попытках вывести универсального солдата. Ну-ну. Создали филиал ада на планете, блядь. Тайники еще надо, блин, не забывать. Смотреть экспериментальный павильон. Отсюда выбираться.
куда мне, собственно, теперь направляться надо? А, вон туда, походу, да? Дайте я гляну, что тут. Но у нас не появилось. После того, как я включил генераторы. Вроде бы нет. Так, ага, теперь мне вот надо пройтись по клеткам мутантов. То, что мы сверху осматривали через решетки. Вот. Но где-то здесь же может быть контролер. Ну, не может быть, по мне он по-любому должен быть. Потому что вначале же меня контролер как-то атаковал. Потом я здесь внизу его ноги видел. Отчет об испытании. Отчет об испытании модели типа ошейник. Немного уцелевшей в лабораториях под Агропромом. Так, данные представлены на основе эксперимента с использованием слепых собак. Дистанция 10 метров. Смерть особи через 0,01 секунду. Дистанция 50 метров. Смерть особи через 0,08 секунд. 200 метров. 1,10 секунды, 500 метров, 2 секунды, 700 метров, 2,8 секунды, 1 километр смерти через 4,06 секунд. Выборка на основе экспериментов с одним видом мутантов признана нерепрезентативной. Требуется разрешение на проведение расширенного эксперимента с использованием других образцов. Я не понял, что значит собака, расстояние, смерть. Канал, как будто там где-то слышал наверху. Типа эти ошейники были рассчитаны на то, чтобы убивать мутантов, если они типа сбежали, вышли из-под контроля или что-то. Вот, или что. Ну, я не знаю, на что они были рассчитаны, но по факту они каких-то сил дополнительных обычно давали, или защиту. Так. Так, а ну-ка, ладно. В эту сторону мы прошлись. А больше никакую мы не можем, да? Потому что у нас ничего не открылось. Вроде бы нет. Окей. Что за желтая краска? Это типа знак того, что идти мне надо сюда. Я так не понял. Краски мне налили и вообще вот так в потолок бы стоял, смотрел. Не мог понять, куда мне идти. Так. Ну, крыса ты, блядь. Так у меня темнеет, что я делать ничего не мог в этот момент, да? Ну, сука, такая. Давай, бей, сука, бей, не жалей. Контролер
Немножечко умер? А собаки что исчезли? Собака, ты тут? Ты спряталась просто, да? Нет? Ты исчезла, Чак? Собак создавал контролер? Собака? Нет? Никакой собаки нет, это контролер? Нихера себе. Такое бывает. А, или... Собака немножечко... Я не знаю, собака умереть вместе с контролером, или собака немножечко в аномалию зайти. Не знаю, но... Получилось как-то так. Да ёп... Блядь. Да. Осмотреть экспериментальный павильон, найти чертеж подавителя. Контролер. Привет. Ну-ка, мне тут пси-блокад понадавали, да? Так, диктофон и, по идее, да, чертеж подавителя. Так, диктофон. Бачили звіти? Фауст – шедевр. Навіть трохи шкода, що Двопалов не дізнається. З того, що я побачив, він не просто шедевр. Після під'єднання до мережі Моноліт Фауст не перестає дивувати. Він надає перевагу не здібностям контролера, а мотивації і натхненню бійців. Не солдат, а полководець. Оце так. Це ви файно відзначили. А нагадайте, де у нас кріслення придушувача? Так, Фауст — это плод проекта «Контролер». Фауст — это идеальный контролер, созданный проектом X. Ну, непосредственно под проектом «Контролер». И это уже без Двупалова. Двупалов был отсечен, я так понимаю, от этого проекта. Вот. Нихера себе, так Фауст. Вот как они контролировали, помимо самого Монолита, как Осознание контролировало свою армию монолитовцев. Типа, среди них был еще, ну, как минимум один Фауст, который был их проповедником и контролером, и агентом, солдатом, полководцем проекта Создания или проекта X, я хер его. Как уже правильно тут говорить. Так вот, Фауст никакой не человек, он никакой не слепец, не человек, промытый там до глубин, так говорится, до мозга костей самим Монолитом. Он и есть часть Монолита, часть этого проекта. Он как бы это его идея и суть, без какой-либо промывки возродить Монолит. Как, ну, как группировку. Короче, он мутант. И вот как он это все проворачивает, по сути. Так, чертеж, ключ от рубки. Рубка это вот это. Так, все, теперь нам надо отсюда выбираться и возвращаться назад к Двупалому. У меня вопрос. Как к этим тайникам, блядь, попасть? Я так к ним и не попал. Они что, на поверхности все же, блядь? Или как? Да.
О, тайничок. Ничего интересного. Но он тут был. Ах, блядь! Так, нас встречает монолит. Чисто один монолитовец сидел тут в засаде. Виталий Блок. А, нет, походу не один. Басейвиться не получается. Угу. Что, он хватит? Ублюдки. Нікому не сховати. Так, все же мы увидим старые туннели Агропрома. Куда-то. Немножечко не туда ты смотрел, парниша. Так, знаете что? На этом мы и будем, наверное, завершать нашу сегодняшнюю серию. Изучим старые тоннели Агропрома, которые мы помним и любим еще с чистого неба и тени Чернобыля в следующий раз. Надеюсь, вам нравятся мои приключения так же, как и мне. Если это так, обязательно ставьте лайк. Если интересно, что будет дальше, подписывайтесь на канал. Но если есть какие-то вопросы или просто желание пообщаться, пишите свои комментарии, обязательно постараюсь вам ответить. Жду от своих следующих видео. А сейчас всем удачи, всем пока.